Мария Фросина, а вы разделяете на полотне то, что можно перевести в абстракцию, и то, что нужно прописать более реалистично? У вас есть работы, почти абстракции, красиво, невероятно. Спасибо большое. Да, вот балансировать между, быть на острие, между полностью абстрактным решением и реалистичным мне интересно. И пишешь, например, портрет. Мне интересно практически реалистично написать, руки, лицо. И когда дело доходит до окружения, погрузить это в решение абстрактное, или полу, с намеком. И если окружение не очень-то досказано, не очень прописано, вот прям реалистично, то все внимание здесь, на главном, то, что ты хочешь показать. Это может быть и натюрморт, например, я не знаю, с цветами. Если они главные в натюрморте, то ты все подчиняешь этим цветам или там самовару. Есть натюрморты, где нет центра композиции. Конечно, мы все это хорошо знаем. И тогда глаз рассматривает его. Бесконечно можно рассматривать просто каждый день из года в год. Потому что ты купаешься в красоте пятен, неодинаковости, композиционных решений, построений, форм, которые что-то рассказано, что-то не рассказано. Вот мне это очень нравится. Я так, люблю так писать. Управлять вниманием важно научиться. Что ты хочешь сказать? У меня был такой случай, когда я не умел это делать, я помню, принес в ЦДХ первый раз, в один из первых разов работы, после перерыва 15-летнего, и вот организатор выставки, он смотрел на мою работу и задал вопрос. Конечно, вопрос был гениальный. Куда смотреть? Мне это, конечно, сильно шокировало, потому что он показал мне этим вопросом, что я и справа, и слева, и в центре, и везде рассказываю с одинаковой интенсивностью. Куда смотреть? Этого вопроса не должно быть у зрителя. Он не должен, как Буриданов, осел, между двумя стогами метаться взглядом. Его взгляд нужно направить. И сделать это надо осознанно, прописывая что-то важное и не прописывая, подчиняя этому важному все остальное. Вот что я имею в виду, когда говорю подчиняя. Значит, условно дать то, что на втором плане, на более неважном плане, более условно. А способов миллион. Можешь ты там списывать, расписывать, пятна держать. Вот это мне нравится. Я имею в виду тональные отношения. Нужно железно держать. А условность, да, пожалуйста. Принцип очень простой. Если вы, например, автофокус на фотоаппарате, снимаете кого-то, лицо снимаете, мое, например, а остальное это не в фокусе. Вот этот прием, принцип нужно сохранить в картине. Все очень просто. ВД, такой ник. Всего помаленьку в этюде. Смысл запутан. Уж лучше чистую природу, состояние погоды, а эти козявки красные, выгуливающие дохлых коз, дохлых, наверное, торопился, вид. После голодной зимы, не проверил, не очень понятны. И сарай, падающий над подпорках. Это речь о работах, которые делались на академичке. Я люблю все кривенькое. В природе ведь нет прямых линий. ВД. Наверное, даже и не только нос. В общем, нос у меня кривой. Все кривое. Все немножко на подпорках в какие-то моменты становится. Мне нравится вот эта кривизна. В Строгановке у нас было задание после первого курса практика. Нужно было рисовать Москву социалистическую. Я пошел по всяким таким улочкам, и у меня кривые все улочки были. Мне поставили по рисунку 5, а по выполнению задания, как это называлось, 2. Не выполнил задание Москву социалистическую рисовать. У меня такая страсть еще издавна идет к кривым выгуливаниям дохлых коз.
смысл запутан, да, в этюде. Ведь важно, кто смотрит, как смотрит человек. Вот смотрите, одна моя работа вызывает слезы восхищения, я просто сегодня прочитал комментарий, а у другого человека вызывает раздражение. Ну, от того, кто и как смотрит человек, зависит. Он участвует напрямую. Это не шутка, это правда. Ну, представляете, что вот муха сядет, это же живой организм, муха сейчас сядет на монитор, а на нем картина моя. Вот она ползает, что она видит? Я вижу картину, например, не мою, Фешина, например, Репина. Арест пропагандиста, например, вижу картину. А муха что видит? Ничего. Она даже вообще не знает, что это такое картина. У нее просто есть пятна, в лучшем случае. Всполохи света, может быть, какие-то, я не знаю, еще запахи, может быть. У суфиев есть такая байка, что корова из всех прелестей Багдада, пройдя через весь город, она не нашла ничего лучше ломтика пыльного арбуза. Смысл этюда запутан. А что там его запутывать, распутывать? Все очень просто. Мане говорил, что я пишу свет. Вот как он падает на различные объекты, на формы. И этого достаточно. Никакого смысла другого нет. А Фешин я тоже читал, что мне сильно понравилась эта фраза, что все забудется. Вот вы писали какой-то образ человека, я не знаю, фамилия, может быть, звание. Все это забудется, человек умрет, там я, и все, картина останется, и зритель будет видеть только то, как это сделано. Все остальное вообще не будет никого интересовать. Как это сделано, как написано. Все, этого достаточно. Вот и весь смысл. Зандайр Надежда. Рисовать некрасиво обязательно. То есть это намек на то, что мы рисуем со студентами некрасиво. Нарисуйте лучше и пришлите нам в телеграм-канал, мы все посмотрим, поучимся, как нужно рисовать, как это красиво делать. Я, например, настроен всю жизнь учиться. Ну, как вы, не знаю. Мне кажется, это главная задача художника — быть всегда в тонусе изучения этой сложнейшей науки. Режиссеры, которые снимают всякие вот такие экшены, всякие кино, где там убийства, всякая дрянь, вот эта муть, они говорят, что даже это вот сложное, тяжелое для восприятия какое-нибудь действие должно быть снято красиво. Смерть красиво. Убей меня нежно. Ну, давайте учиться у Надежды Зандайр рисовать красиво и будем продвигать главное. Главное у художника — это мастерство. Я согласен с вами. Д. Романова. Какой марки темперу вы используете? Мастер-класс. Очень хорошая краска. Я ее выдавливаю такую вакуумную, ну, с резиновой прокладочкой палитру, которая закрывается, пластиковую. И так раз в месяц можно ее попрыскать водичкой. Она, в общем, неплохо сохраняется. Некоторые есть там краски, которые быстрее твердеют, некоторые нормально. Татьяна Домодедова вспомнила, что в слегка давние времена, древние, только художники могли благословить принимающих их в деревню, село, город. О, посему прошу вашего благословения на красную подпись на моих картинах по типу вашей, ебату. Она не всегда красная, это зависит, ну, это же тоже часть композиции, так что иногда бывает синий, где красная она бывает и неуместно. Так что, как же, так, с сей просьбой, так, значит, могла бы и не обращаться, но моей душеньке было бы приятно ваше разрешение, с уважением, Татьяна. Да если бы в моих силах было вообще запрещать или разрешать что-то, так я бы не преминул этим воспользоваться. Не могу вам ни запретить, ни разрешить, это просто не в моих полномочиях. Делайте любого цвета подписи, любой конфигурации. Хотите большую, хотите маленькую, хотите сзади, хотите спереди. Это полностью ваше решение, какая она будет и какого цвета. Предлагаю вам, Татьяна, быть абсолютно самостоятельной
в этом вопросе, но в любом случае спасибо вам за теплые слова. Юзер какой-то ВИЧ. Как попасть на мастер-класс в Питере? Ну, уже он прошел, недавно закончился. На сайте я выкладываю всегда анонсы на близлежащие классы. Вот сейчас будет в Швейцарии, и летом, в июле месяце, в начале будет в Провансе во Франции. Я еще собираюсь провести класс в Гурзуфе летом. Скажу позже, когда. Скорее всего, это будет в августе в начале. Друзья, не забывайте отметиться в журнале. Поставьте кнопочку, нажмите «Нравится», если это так. Задавайте вопросы, комментируйте. В конце этого ролика будет прямая ссылка на еще одно кино, называется «Живописная апатия». Счастливо!